Эй, это Швецов Плей, меня зовут Денис Швецов, мы продолжаем проходить Зайчик. Будем другую концовку за Ромку. Ромка. Вольтрон. Да, порой Ромка вел себя ужасно, бывал несправедлив к другим, помылкал слабым. Но что-то мне подсказало, что дружба для Ромки не пустое слово. Разве не о друзьях я мечтал все это время на новом месте? Пускай здесь они и были так же чудовищны, как вид на древний лес из моего окна. Я сдвинул очки на лоб и потер глаза. Поскорей бы уже повзрослеть. Думаешь, будет проще? Не давая ответить, раздавался дверной звонок. Мой блуждающий взгляд ткнулся к дверям. Это Ромка с Бяшей пришли репетировать, а я должен помочь им вести девочку, которая мне нравилась. Полин, подожди минутку. Сделал пару шагов, направился к дверной плотну посмотреть. Горящая снаружи лампочка озарила крыльцо, и замершем глазке различил два невысоких темных силуэта. Явились, не запылились. Подождите, я сейчас! Вернулся к телефону и поднял трубку. Мне надо бежать. Мне тоже. Спасибо, что выслушал. Ага. Хутки завибрили в ухо. Опустил трубку на рычаг и поклонился на лестницу. Мама, увлечённая сериалом, не заметила трель. Я никого не предупредил и натянул шапку и затем скользнул в темноту зимнего вечера. Ветер защипал щеки, поморала, привыкая к сумеркам. От леса тянуло холодным смолистым запахом хвои, а где-то в поле трещал мороз. В перекалитке маячили две тени, лишь рост позволил распознавать в них моих одноклассников. Направился к забору, слушая вой ветра, слушая в ушах монотонный скрип под подошвами. Из фигур швырнулась, плавно устремила к щобе, будто конь-бежит. Как конь-бежит по льду, блин. Это я читал, блин. Можно немножко пропустить. Санта-Барбара. Мы тут замерзли совсем. Конечно, все это я читал. До костей продрогли. Да. Шевелись! Шевелись. Иду. Так, сугробы. Ой, блин. Ну. Это я читал. Так, это читал. Ну, это я читал, понятно. Ну, это я читал. Сейчас пропустим. Так, чуть-чуть перемотаем. Ага. Взять. Ладно, сейчас сделаем.
Я уже... Так, это я читал. Как детей не Да. замечать, как мечты их развенчать. Учат в Учат школе, учат в школе, учат в школе. Крепко-накрепко вломить, с детства слабеньких чморить. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Угу. Я сразу засмеялся, блин. Новые знакомые уже не отвали на профиль. Было что-то у них особенное. Ох, в этой в луне есть снежки, которые почему-то то падают на брод земли, в темное небо, как прокушен задом напереди пинке, блин. Дети в масках приблизились, я ощущал прискорбение, хлопотали дружеские, трогали мою одежду, словно проверили, что я настоящий, блин. Боже мой, я это все читал. Никто тебя больше не обидит. Да, друг. Пусть только попробую. Ну что, Тоша, Куда? аттракционы? Тут я все это читал. Надо если по-другому. Сейчас это пропустим. Я же выбрал Ромку, В Ромку. Надо посмотреть, как там будет. Красиво. Я пока, если за... Так, вот надо. Скажите, Сейчас что-то проскипаем, все, проскипаем. И твои... Угу. Да, я знаю. Ага, нельзя. Только взять. Я это читал, надо перемотать. Я уже это... спасибо. Тихо. Ну, это тоже прочитал. Эпизод 4. Бьем копытом озим. Так, это тоже читал. Ты почти в этом сраном лесу живешь. Ну, Вчера ничего странного не видел, да? на. Вот ответ был чистой ложью. Нет. Так. Я тоже. Повезло, что классуха моим родакам нажаловалась из-за оценок. Вот меня и не выпустили вечером на репетицию. А то на месте Катьки оказались бы мы. Ага. Так. Я что сказать хотел, да? Я Так, этим утром да, это все. обычно Это все про видео. Катьку ты не знал тогда. Утро у нас не лучше ночи. Темно, да, как в жопе. Да, в Это жопе. Катька была, а главное, вместе таком паршивом, в буреломе, что неподалеку от кладбища. Хорош пургу гнать. Да зуб даю на! А вы уверены, что Катя действительно пропала? Вон, Лилия Павловна, Катькина матушка, даже на работу не пришла. Угу. Слетела контрольная на! На. Пить дать, пацаны, это Катька в тайге стонала. Так. А значит, и до нее мне чела добрался. О, первая девушка в классе, которой я зависть о подружке. Зависть. Она зависть подружка успела округлиться грудь. Первая сплетница змея гадина. Даже захыпал пальцы. Ебал пальцы. Сенечка, Вова, Семен, Катя. 4 человека. Да. Рома хлопнул ладонью по парте. Так, пацаны, отныне смотреть в оба. Опа. Далеко друг от друга не отходим, как в дурацких ужастиках. Да. На остальных мне плевать, но вас я в обиду не дам. Это правильно. Как и Полинку. Да. Пусть у вас с ней все получится. Я думал, забыл, что мне когда-то понравилась
Полина. После вечерной ночи мои мысли занималась лишь одна девочка, Алиса. Ребята направились в столовую, чтобы нацарапать ручкой, выводить пики сосен и две крошечные фигурки, летающие между кронами и полной луной. Это тоже поперечно бежали орду и мурашки, ритвы его заскакивая на шиворот. Это тоже читал. Рисуешь? О, рисуешь. Ну Я это... ничего, так, дурака валяю. Ну да. Полина бросилась на парту. Это тоже вроде... Я уже забыл, какая она легкая, изящная, словно скрипка. Вот была она тоже могла приехать с нами, сняв маску, превратилась после... Я улыбнулся, представил, как юбочка Полины порхает в ветру, как звезды искрится со всех сторон. И она удивленно спрашивает, не сон или это. А я отвечаю, мол, какая разница. Лицо Полины снова снова помрачнело. Уже слышал про Катю? Ужасно. Да. Ужасно еще и то, что Катю мне жалеть сложно. Угу. Я правда ищу в себе сострадание, но вспоминаю ее поступки и... Полина покачала головой. Я чудовище, да? Нет. Не думаю. Нет, я подумал, ты одна из самых красивых девушек, когда я встречу, но для меня, увы, ты только на втором месте. Но вслух ничего не сказал. Плохо, наверное, что исчезновение анкеты расстроило меня больше, чем пропажа одноклассницы. Ноздри словно условили запах конфет, древесной смолы и фейерверков. Ты потеряла анкету? Чё? Да. И кто-то сейчас читает чужие секреты. Лес подул, вообразил, как скрюченные ветви поддеваю страницы, листать их, трогая детский почерк обледенными сучками. Надеюсь, ее найдут. Ага, найдут. Я не понял, про Катю она говорит или про тетрадку. Хотел уточнить, но увидел, что Полина пристально меня изучает. Что? Ты будто изменился. Да, ладно, это не будем читать. Это я уже читал. Просто не выспался. Сегодня ты точно какая-то другая мелодия. Так, это читал, не буду. Надеюсь, ты никому не рассказал про наш вчерашний разговор. Что ты? Ну, что-то понятно, я все это читал в прошлом, так. Угу. А может, погуляем после уроков? Дедушка чувствует себя лучше. Я могу задержаться вечером. Я же Ромку выбрал. Ромку выбрал. Это тоже было. Почему бы и нет? Давай. Чё? Я же Ромку выбрал, блин. Тогда после алгебры на заднем дворе. Просто она и снова посмотрела на меня своими произнительными глазами, блин. Проморгала, гада я. Что-то из мусорского? Чё? Нет, пожалуй. Чего? Вот это можно сейчас прочитать. И ушла, а вместе с ней
проходе вырос Ромка и плюнулся ко мне за парту и Блин. Спасибо. За парту. И зашептал на ухо. Ты с ней говорил? Даша проковылял ко мне, но Рома осадил его сердитым взором. Бяш, отвали на пару минут. Тут обиженно поджал губы и скривился из глаз. Рома опять повернул ко мне. Ну, говорил или нет? Она что-то сказала про меня? Мне хотелось улыбнуться печально. Чего? Мне хотелось улыбнуться печально и обреченно. Ромка, капитан команды Вольтрона, был влюблен, действительно влюблен. В его взгляде кипела надежда, мольба, тревога. И это делало его совсем наивным мальчиком, который огородился от мира спорта резкими движениями и холодностью. Мог ли я предать его сейчас, когда он так уязвим? Мог ли я сделать правильным выбором в ситуации, где нет ничего правильного? Я проговорил, откашлявшись. Она спрашивала, где ты будешь после урока. Лицо его стало такое, чтобы соврать, оно буквально засветило от счастья. А ты что? Сказал, что ты будешь на заднем дворе. Ромка возвольно облизнул губы, вцепился мне и зацепил. Я испугал, что сломает. Ну, Тоха! Ну, спасибо, друг! Ой, Погнали скорее готовиться! готовится. Ща мы закатим такую шоу-программу, что прям ого-го! Угу. Он ушел к ворчащему в коридоре Бяше, а я, оцепенев, уставился на пустой стул Полины. Только что я променял одну дружбу на другую. Оставалось лишь надеяться, что я не предал. Эхо звонка металось по мрачными закоулками школы. Наспех настигнул куртки и выпорхнул во двор. Синоптики, не сорвая проча метель. Чё? Севера наползло свинцовое облако, в нем клокотал могучий рев. Дети вставили спину к ветру и смеялись, когда порыв толкали их под катку. В их вьюга уносила смех в фиолетовую даль. Ромка бросился ко мне, и как только заметил на привычном пустой пятачке за школой. Готов? Точно не сдрейфишь? Нет. Ну-ка не пошли это. Второго шанса не будет. Ага. Я не был готов абсолютно.
Живот покалывало, требовал убираться и не ввязываться мне в заранее проигравшего дела. Но бросить Ромку на полпути уже не мог из принципа. Тот тем временем, загибая испачканные в чернилах пальцы, судорожно перечислил реквизит. Букет есть. Маньяк присутствует. Что там еще? А что с моим образом? Где мой топор или там... маска? Да не гони, Тоха! Надень ту зайчью, что с собой по жизни таскаешь. Чего? Какой по жизни? Только резче. Нельзя, чтобы Полина нас видела вместе. Я не заверим, поглядел на Ромку, но пальцы уже нащупали бегунок на молнии рюкзака и потянул за его предвкушенные. Вместо того, чтобы удивиться, исправил лишь облегчение, вытащил наружу мое настоящее лицо. Вместе с ним пришло спокойствие и колики улеглись. Я вспомнил ощущение полета, невесомости и счастья. Тут же проблемы Ром показались до зевоти. Мелочные несуществимыми. Давай, как репетировали. Только она появится. Я покажу ей дорогу. Ага. А я из-за тех кустов такой бац! И на выручку. Только веди себя посмелей, Тошек. Чтоб как взаправду. Ага. Я постараюсь себя не сдерживать. Простой кусочек картона и шерсти нес в себя энергии, которая могла соперничать все ярости метели. И я не без удовольствия натянул настоящее лицо поверх очков. Поправил его, чтобы глаза смотрели точнее пролези. Ромка исчез. А из школы вышла, оглядывалась Полина. Футляр из-под скрипки был наизменно сапожки скрипели на свежем снегу. Тучи прохлотили солнце, и темнота обратила на меня длинноухий силуэт. С сомнением посмотрев в мою сторону, Полина начала огибать площадку. Хе-хе, значит, не узнала? Я шагнул на паре, совершенно не заботясь, что мой рост или одежда мог подсказать Полине, кто перед ней. Ты случаем не потерялась, деточка? Хмурилась и потеснилась к кустам. Потеснилась к кустам, блин. Из-за них тут же показал чертыхающий Ромка. Он неуклюже двигался боком, словно краб, и все так же прятал
в руку с цветами за спиной. Эй, садись, проклятый! Пока я здесь, никто не обидит эту девушку. Понял? Ты! Под маску я страдальчески вскрикнул брови. Интонация Ромка была фальшивой и откровенно идиотской. На репетиции он отыгрывал во 100 крат уверенный. Но я не подал виду и нагло схватил Полину за воротник и натянул к себе. Пальцы пробежали по шее шелковисти локонам. Полина возмущенно ойкнула, но я только ухмыльнулся. Чувство вседозволенности и без наказания захлестнули меня. Я намерился завалить Полинку на землю и стискал до синяков, пока не несущий колесцу Ромка не научился актерствовать как надо. Говорю, не тронь! Ну, я не слушал, послушал, продолжал пьянем я от собственной власти то, что расстроивший Ромка мямлял себе под нос. Блин. Конечно, я читал, блин. А я мог делать что угодно под покровом заячной личины. Прояви терпение, Рокля. Ого. Сейчас закончу с девчонкой и обязательно возьмусь за тебя. У Ромки даже окружилось глаза от удивления, было видно, что-то какое-то время пытался сохранить самообладание, чтобы не выйти из роли. Но прежде чем новоиспеченным героем хоть что-то предпринять, его опередила Полина. Так, что тут происходит? Пятифан, ты уберешь своего дружка? О, Полина стукнула меня футляром так, что я мигом протрезвел. Я же... Он мне... Думаете, я вчера на свет появилась? Бяша, небось? Или... Она внимательно посмотрела на меня, словно могла видеть сквозь картонную маску. Даже в стуклом освещении я видел, как прозовело ее негодующую личико. Антон? Вот не думала, что ты такой. Не такой. Я заметил, ища оправдания, втайне надеясь, что Ромка опередит меня и все объяснит. Но фиговейший из актера плявился на сугробы и краснел от стыда. Спланировал такое шоу и так облажаться, блин. Полина смотрела на нас, как нажав кулаки, блин, и вдруг
выкрикнула. Клоуны! Крик Вердик еще бился в школьной стены, как попавший в ловушку углублей, а Полина кинулась прочь от нас по снежному асфальту. Она плеснула тень, словно шлейфом платья и скрывалась за углом. Блин. Голова Ромки обречено упала на грудь, облезлый букет шевельнулся в серую кашу мокрого снега. Это фиаско, братан. Ну, так получилось, блин. Снял маску с успешного спотевшего лица, ветер остудил кожу. С маской словно я стащил слепок посторонних мыслей и эмоций. Ромка скрипел зубами и тащал под ноги. Потерянный, подавленный, не умеющий, как я, встречать контракой удары судьбы, блин. Я видел, насколько ему плохо, блин. Он готов был скрушить все вокруг, биться блом бетон. Что угодно, но только не попросить Полину вернуться. Он был сильным, смелым, но так боялся показаться слабым, что это мешало ему жить. Решение пришло молниеносно. Я положил ладонь Ромке на плечо. Жди. Ой, боже. Я кинулся по пришкольной территории, пытался догнать Полину. Эхо повторяло стук подошв. Скрипячий футляр девочки покатился, как хвост раздражающего животного. Полин! Она сбивала шаг, но шаг не обернулась. Ну, Полин! Показал ее хорошенький профиль. Чего? Я понравился с ней осторожно взял за локоть. Она не отвернулась, хороший знак. Ты все неправильно поняла. Полина бросила с лица прядь. Я подумал, что этот жест она могла подсмотреть в каком-то нибудь фильме Шерон Стоун. Голос ее остается строгим. Что тут понимать-то? Ромка спланировал геройский поступок. В кавычках, конечно. А ты вызвался быть шутом, от которого он меня защитит. Еще и маску где-то нашел. Гадкую такую. Я вспомнил ничего, оно не гадко, но вслух сказал. А вот и не поняла. Ты Ромке очень нравишься. В ее взгляде поскользнуло любопытство. Мне так отчаянно захотелось обнять Полину, украсть, вести в лес. Познакомить с моими новыми друзьями. Чтобы флейта играла, Полине бы понравилась ее мелодии. Чтобы мы прыгали до небес выше облаков. И там под приколоченными к небосводу звездами я бы рассказал Полине, как
нуждаюсь в ней. Что она вода, а я умею от жажды. Я думала, я тебе нравлюсь. Конечно, нравится, блин, как друг. Я притворился дурачком. Мне? Полина обидно вырвалась. Все ясно. Да постой же, нравишься. Ты всем нравишься. Но Ромка, он особенный. Особенный лжец. Он целеустремленный и на самом деле серьезнее, чем кажется. Эх. Помнишь, ты говорила о побеге? С ним бы ты точно сбежала. Угу. В какой-нибудь большой сверкающий город. Да куда угодно. Он обещал защищать тебя. Полина смотрела в темноту за чертами школы. Там был ветер и клубился снег, блин. И что теперь прикажешь? От его обещаний детей рожать? Для начала узнать поближе, дать ему шанс. Шутки шутками, а настоящий маньяк еще на свободе. Позволь Ромке проводить тебя сегодня. Я говорю, а губы мои немели и древенело лицо. Я боялся, что голос выдаст истинные чувства. Словно были бритвами, которые резали меня в грудь и гортань высыпали наружу. Полина, молчая, бесконечно долго, а потом еще дольше, блин. Она смущалась и сопела и барабанила пальцами по черному футляру. Наконец-то сказала и вздохнул. Передай своему Ромке, что я жду у школьных ворот. Ага. Но чтоб не думал себе всякое. Я изобразил радость, когда надо, я мог притвориться. Ты не пожалеешь. Я брел обратно за углом, вплюю широкая по снегу, потом, что веки мои были плотную зажмурены, а сердце бились, как молот, вгоняя в душу гвозди. Ромка сидел на корточек и выерошился короткие волосы, блин. Она ждет тебя у ворот. Наградой мне были изумление на лице товарища. Он скатил, захлебывался словами. Совсем не тот загнутый лидер, молчун, с которым я познакомился на прошлой неделе. Тош, ты спас меня! Не что. Братан, да я теперь твой должник на века! Угу. Хочешь, я тебе тетрис подгоню? А хочешь, научу рукопашным приемам? Или... Я мечтал об одном, чтобы меня оставили в покое. Чтобы я мог стоять в тиши, смотреть, как колющий на ветру лес. Колющийся на ветру лес, блин. Вдыхать морозный запах хвои сквозь старую маску. Иди уже. Хотелось верить, что в случае с Алисой мне не придется выбирать между чувствами и дружбой. Кроме ей у меня ведь уже никого не осталось. Разве что Оля. Ну, конечно, мой
лучик света в этой кромешной черной тайге. Как мог забыть о совсем маленькой сестренке? Я знаю, чего я хочу. Я знаю... ладно. Ромку, успевший сделать несколько шагов, остановился и посмотрел на меня. Я хочу оказаться вместе с сестрой в Диснейленде. Диснейленде? Мой приятель ухмыльнулся, сдвинул шапку и на затылок. И что ты предлагаешь? Сберкассу обнести? Сберкассу. Нет, надо просто поймать маньяка. Угу. Того, кто в ответе за все эти похищения. Угу. И получить обещанную награду в милиции. Угу. Ромка скривился, спрятнул в руки в карманах штанов. Думаешь, тебе этот лейтенант что-то за сотрудничество отстегнет? Подарит максимум часы командирские и будь здоров. Меня утомило прекратиться с Ромкой. Ты поможешь мне? Или... нет? Я сказал уже, мы команда. Да. Куда ты, туда и я. Да. Хорошо. Теперь понять бы, с чего начинать. Слушай, Ну-ну. Слушай. Бяша говорит, Бяш. что слышал плач в буреломе за кладбищем. Готов поспорить, это была Катька. Угу, Катька. Я весь собрался и превратился в нерв. Катя это шажок к Семену, а от его к Вове. Поможем милиции арестовать убийцу, и проклятый маньяк перестанет держать наш поселок в страхе. А с ним уйдут взрослые запреты, что не разрешат Олли выходить на улицу. И я наконец научу ее прыгать до небес вместе с новыми друзьями. Как тогда будем действовать? Так сразу не скажу, да и время поджимает. Давай пересечемся у дома Полины через час. Ага. Нет, лучше через 1,5. Знаешь, где она живет? Я вспомнил номер дома. Тайком посмотрел в анкете Полины. Думаю, найду. Отлично, мне пора. И Ромка умчал, а я остался усмирять галоп грудной клетки. Так. Быть поможет теперь с Ромкиной поддержку весь этот ужас наконец прекратится. Лузгающий семечки Бяша скривился, как то я подошел к нему. Смотрите-ка! Фу, явился, не запалился на. На. Бросили меня тут на. И трулили вдвоем. Голубки. Еще на команда Вольтрона называется. Бяша нахолился и демонстративно отвернулся. На минуту задумался, взвешивая про себя, а пригодится ли нам помощь Бяши, поиска Кати, или тот Ромкин прихвост только все испортит.
О, подожди-ка, это надо подумать. Надо подождать, не знаю. Так, вот я подумал Бяшу нажать, Бяша. Ну, Бяш, не обижайся. Ромка голову совсем потерял. Ты уж не злись на него сильно. А про тебя я помню. Вот, держи от меня подарок. Я передал Бяше доработанный набросок Вольтрона. Огромные трансформера, собранного из
прятерки роботов Львов. Ничего себе! Это На. Лена! Ничего себе, это мне на... Блин, боже мой, как. Спасибо, Антоха! Лазил! Да чего уж там. Через 1,5 часа встречаемся у Полининого дома. Намечается срочное дело. Угу, дело. Бяша аж порозовел от радостях. Чем Блин. будем заниматься? Я грустно улыбнулся, оценивая наши шансы. Постараемся не пропасть без вести. Блин, опять хмурь. 3 мушкетера взяли с собой Бяшу. Ну. Самые длинные 1,5 часа жизни, словно миксер размололи мой мозг до жидкой кашицы. Блин. Один тревожный мысли нахлёстывали на другие. Пропавшая Катя, лес, маньяк и склепы, могилы, хресты. Бяша вылез из ранних сумерках в кварталах от назначенного места. Чего унылый такой, на? Блин, Этих анекдотов нет. я был рад видеть даже его физиономию. Вся банда в сборе. Ага. Не обязательно было спрашивать Ромку о свидании по улыбке, до ушей становилось ясно, что прошло уже великолепно. Ромка шутливо боднул меня в бок. Ну айда, джентльмены! Ай, Этот счастливый, тот несчастный. Фиг вас поймёт, на. блин, что ты? А ты лишний раз, Бяш, не думай. А то, глядишь, последняя извилина узлом закрутится. А ты... А, ладно, все, я не... В это время люди в домах смотрели телевизор, перегугивались. На крыльце курили хмурый мужчина, скрипел колодезный ворот. Метель обошла поселок по дуге. Но не она заботила меня и пугала. Лес вырос на нашем пути, и то ли мы вошли в его, то он поглотил нас зубастыми пастью. Сосны скрипели, а из стаи тянулись зыбкие тени. Блин. Они выгибались по себе стороны и дорог. И никто из нас не проронил ни слова и ступал на проселку, блин. Сизая дымка струмилась над оврагами, ее хвосты завоевались призначенному танцу. В лесу тошнотворно пахло воском, церковными свечами, мутный рассудок. Снег чавкал, приседая под подошвами. Кочки напоминали насыпали на могилах, а кресты занимали перекрученные хилые деревья. И из заледеневших болот стенала и
булькала тьма, злобно завлил ветер. Во время перестало иметь значение. В какой-то момент мы уперлись в бурелом. Значит так, поисковая операция начинается. Далеко не разбредаемся, ищем любые следы Кати или похитителя. И желательно, пацаны, поживее. Уже через час станет темно, хоть глаз выколи. Мы осторожно стали пробираться через поваленные деревья в слабую надежду найти хоть что-то. Лысого мы в таких потемках найдем. Давайте вот это по домам. Опачки, Опачки. что тут у нас? Это мушкатина. Или что там? А мне сегодня фартит. Братва! Я, кажется, нашел! Кошелек это! Или что это? Это ж Каткин кошелек! Каткин. Ой. А потом услышал сдавленный скрик и не понял понять, кто кричал, Ромка и Бяша или я сам. Наконец все увидел воючую и все равно не провел своими глазом. Абсурдно седой Бяша в ужасе пятился, споткнулся, пока наконец-то не рухнул в сугроб. Он потянул руку, и я увидел, как дрожат его пальцы, указывающие в пустоту. Бе-бе-бе. Бе. Бяса высся, словно ужаленный, и побежал прочь. Ромка не посмотрел на его. Он продолжая глядеть вперед, не моргая, не дыша. Я не заметил, как зашагал навстречу чему-то неописанному страшному. Не шерстильно отодвинул завесу из мохнатой хвои. За аллеями показалось небольшое опушка, никогда не выживание точными попаданиями молнии. Почерненными пни огражденный ли круг. Посредине стоял черный гараж. Его гладкие стены были выкрашены черной краской. Казалось, они впились в себя сам мрак. Я подумал, что гараж это не просто так металлический короб, который легко можно перевозить с места на место. Он нечто живое. Насекомое черными лоснями хитином. Чё? Лоснящимся хитином прожорливым падальщик, блин, тупо. Мы таращились на его, а он внимательно следил за нами красными мерцающими глазом. Блин, я сказал себе, что это просто лампочка. Генератор жужжал тихонько, но в этом звуке слышалась угроза. Ну. Открыто. Так.
Я попытался схлопнуть рот и был сухой, как пустыня. Ворота гаража были распахнуты, внутри клубилась чернота. Я почувствовал прикосновение. Ромка положил ладонь на мое плечо. Пойдем. Он выглянул сейчас старше своих лет, да что там. Он выглядел ряхлый стариком. Куда? Ты что, сбрендил? Давай предупредим лейтенанта Тихонова. Угу. Ромка сплюнул себе под ноги. Будь ты таким наивным, Тоха. Твой Тихонов, он даже варежку в лесу отыскать не смог. Ха-ха. Да и западло с ментом сотрудничать. Особенно, когда я у него на учете состою. Понятно. Хулиган выхватил визитный ножик и серьезно посмотрел на меня. Маньяк наверняка вернулся туда, в свое логово. Так. Если получится, возьмем его тепленьким, пока он не ждет. Так, дальше. Иначе в следующий раз подкараулит уже он. Так. Зверята говорили, что он всего лишь человек из поселка. Но справиться ли мы без взрослых? Второго шанса может не быть, брат. Угу. Так что решайся. Угу. Вот это вопрос, конечно, надо подумать. Можно сделать по-другому. По-другому сделать. Сохранить, например. Выбор сделать. Чтоб на всякий раз сохраниться. Сейчас. Ладно. Ну вот. Мы приблизим к постройке. Из короба не доносили ни звука, только гудел генератор. Ромка постучал косячскими поворотом, убедился, что они не собираются перетвориться в хищные челюсти. Осмелев, он распахнул двери пошире и принялся ощупывать проемы в поисках выключателя. Тоха, Да. помоги-ка. Ну блин. Только один вариант. Гараж оказался самым обыкновенным. Полки с инструменты по бокам, какие-то канистры и тряпки, да накрытая чехлом машина. Ни маньяков, ни их жертв. Даже не усмехнулся от облегчения и прочим те же эмоции на лице товарища. Ромка пошел в гараж и обогнул по часовой стрелке автомобиль. Пошарил среди пыльных полок и посмотрел на меня.
Я расхрабрился настолько, что перешагнул порог. В углах пути налила тьма, паук, если он и был, давно покинул гнездо. Так, вот это надо пошарить. Ну давай. Отсеченные конечности, груди фарша и головы обличены мясными мухами. Вот что я вижу, заглянул в ящик. Как в ночном кошмаре страшная вязь поле чудес, в котором ведущих хохоча, пуская в слюну вымывает из коробки истекающий гномом призы. Но на его ящик пуст. Ящик пуст. Если что там и было, это то убрали из глаз долой. Так, что еще можно? Почему мне это напоминает? Алтарь, то гараж, это церковь, а здесь атрибуты нечеловеческой таежной религии. Я не хочу видеть ни иконы этой зверной верь, древние письмена и железные реликвии. Да, нет же, просто хлам. Никому тут не моя тёлся. Не бывает таких храмов на воск, на тающее потом, что электричество часто отключают, и хозяин работает при свечах. Так, это вроде это читал. Ну-ка, что ими сжимали, что хрустело между металлическими челюстями, что лишилось на верстак, рвущие плоти, чугун от длинного использования совсем раскрошился. Но это обыкновенные слесарские тиски. Такие же стоят в кабинете труда. Тиски для деталей, а не для жертв капли масла, а не крови. Вот еще. Тусклый свет не проникает туда. В темноте может быть, что он вдруг они смотрят на меня в упор, прячутся за кружевом паутине, а если встать на цыпочки, пыль и рухлядь. Так. Это еще. Подожди. Еще это. Ржавые железяки, похожие на стальные клички в пасы этого мерзлого места или на попыточные инструментом средневекового палача. К таким прикоснется и на пальцы сразу расцветет рана, а прорез проносится, и инфекция от ржавчины из-за засохнувшего жира, и ты гнешь заживо. Там на цепях что-то борговое, надо пойти и проверить. Краска, это просто краска. Так.
Эта машина же еще просто автомобиль, накрытый к ткани, внутри никого нет, ни живых, ни мертвых, вонь застрелой крови она. Она только у меня в голове то, что находится под мешковиной пахнет. Машин маслом не более. Поговорить. Ну, поговорить. Ржавый хлам. Угу, хлам. Оказывается, это место капец какое унылое. Так, Какому такому мудаку пришла в голову идея перевозить гараж с места на место? а кто знает? Пошли отсюда. Пошли отсюда. Ага. Ага. Давай догоним Бяшу. Ему крепко досталось. Я вышел под снегопад. Ромка уже топал к выходу, когда вдруг остановился и задумчиво поглядел на автомобиль. Слушай, а что это мы с пустыми руками будем возвращаться? Так-ка я хоть магнитолу скручу. Обожди минуту, я мигом. Из-под чехла разделился скрип. Неожиданности я чуть не плюхнулся в сугроб. Да, кто там есть? Так, я хочу просто не знаю. Спасти. Ладно, ты... Я посмотрю, как вдруг дрожет за тканью, побеждать, молчать не хватило сил. Ноги словно примерзли к земле. Ну, Ромка справился без меня, споротный с помощью ножа чехол полезет в сторону. Под ним был автомобиль. Был автомобиль. Там стоящая из поля бесталая машинным маслом огромная мясорубка. Так, что это тут такое? До 16 и старше советское и российское телевидение передач, посвящено проблемам молодежи без произвольности движения. Рокеров, темы наркомании, дедовщины, проблемы досуга и взаимоотношения семьи. Я видел такую в одной передаче до 16 и старше. Промолчание махина, которую фабрика перемаливали коровьи туши для колбасы. В растубе напоминал зев кровожажного цветка. Венериной мухоловки находилась свяженная Катя. Она очень очнулась от сна, и ее глаза окутались от страха. Кляп позволял лишь хныкать и молчать.
Я сбросил с себя отополь. Чё? Отороль. Оторопь. Как тяжелый чехол рыбнул в гараж. Тем временем Ромка почти вызволил на стальную душегубку. Он взял Катю по подмышке и... Вероятно, Ромка зацепил какую-то кнопку. Загудел механизм, звук напоминал ворчание голодного желудка. Ромка закричал испуганно и явно осознал, что он наделал. Ни одного чертова кнопка, ни один трублен не смог остановить жуткие скрежи жерновов. Мы согнулись над Катей и рванулись ее за локти. Вниз заработали спирали, сначала медленно, но с каждым винтиком они набирали скорость. Раздавали хруст, и так кости подавают хворост. Ой, спасибо. Нет. Ну, давай, я же нажимаю. Так как? Лезвие раздробрали, и таз запенилась кровавая каша. Катя выпила одну из безумной ноти. Глаза вылезли из орбит. Белки стали красными от лопнувших сосудов, лезвия дошли до живота. Легко выглубли из плоти слезы трубки кишечника. Так Оля наматывала спагетти на вилку вновь распространение похоронили. Больше не пыталась помочь Кате, в этом было не малейшего смысла. Одноклассница с волновым болталась, мутные глаза смотрели в пустоту. Мясорубка перегрелась, ребра летела грудь девочки. От кровавого давления лицо Кати потемнело, алые струйки сочушились из глаз и ушей. Катя умерла, но механизм продолжал работать. Волосы попали в лезвие и сочетил захлюпшим отделение от черепа. Кожа лица схлёпала, гримасы смерти застывали, меня отшатнулась. Я ощущу руки своими тела и решил, что сейчас меня раструпил в качестве десерта. Смеящуюся видину парш с Катей. Но Ромка тащит меня прочь. О, блин. Извините, что я так как читаю, блин. Получаю, блин. Как получаю, блин? Так, из металлического хобота механизм шлепал поддон
толстая колбаса, кровянка с застрявшими волосами и костями. Ой, блин. Какого хрена? Ой. Вот я не удумал, что так сильно ненавидел. Надо убирать отсюда. Мы выбрались из гаража. Я взял гордость снег. Я взял горсть снега и запихнул себя в рот. Прозевал ихную субстанцию. Рома стоял в коленях и устыряя лицо снежком. Я отозвал от чудовищной мясорубки, цеплялась ногтями за лед. Кашля точно пытался отдохнуть воспоминания об увиденном. Но я знал, что никогда не забуду, как ни запаха, ни звука ломающих костей, ни предсмертной агонии Кати. Рома пополз ко мне на четвереньках, и на секунду я решил, что он потерял рассудок от ужаса. И теперь, как дикий зверёнышный, перерезет мне глотку. Блин, опять мне ножиком. Но он взял меня за куртку и принялся с него отлетать красные капли с рукава. Что ты делаешь? Никто не должен узнать. О чем ты? Никакой милиции, слышишь? Угу. Да. Катю по частям мы не соберем. Боже мой. А я не хочу сесть в тюрьму, как мой батя. Но ты говорил... Говорил. Он метнул ненавидящий взгляд в гараж. Я включил мясорубку. Я знаю. Нечаянно. Ну да. Попробуй докажи. Им только и надо, чтобы на кого-то повесить убийство. Я за решетку пойду, а маньяк будет разгуливать на свободе. Блядь! А жизнь ведь только начала налаживаться. Ну да. Но мы не можем просто так. Угу. Можем. Поклянись, что никому не скажешь. А не иначе он мне произнес, но это читалось в его тоне. Я молчал минуту, думая в кровавом бульоне, льющем из махины. Рома был прав. Даже если Тихон проверит нам гараж, к этому времени, может быть, исчезнет. Чудесным образом перестанет на другую поляну, в другую часть этого чертового леса. Пожалуйста! Кто-то должен защищать Полину. Угу. И Олю, подумал я, медленно кивая. Хорошо. Боялся, что не сдержу слова. Что мама прочь
все на моем лице, несмотря капли крови, унюхает запах. И расколют, просто упаду перед ней, нападу пол, буду рыдать от страха за себя и за родных. А еще не знал, что ждать меня в месте, которое по ошибке называется домом. Входя в дверь была открыта и чуть покатилась от ветра. Мне показалось, что иной покрывает мою кожу. Я стиснул кулаки. Мрак прорисовывался в прохожую, а я с ними медленно плаваю на ковер плетения снежками. Будто я стою падающим, почувствую добычу. Вообразил 3 мясорубки в разных частей дома, в 3 близких людей, перемалыванных лезвиями. Осторожно перешагнул порог. А вдруг слышал, как кто-то говорит на кухне, это был всего лишь радиоприемник. Циклон, о котором мы предупреждали, движется к региону. Завтра синоптики обещают ветер с порывами до 15 метров. Угу. Так. МЧС призвала жителей соблюдать меры предосторожности. Дороги перекрыты. Холодная воздушная масса арктического происхождения несет с собой буран. Буран. Первые звуки ссоры подейственно успокаивающие. Закрепили протяжную ступеньки. Сделал шаг, а сердце за это время успело ударить 5 раз и 6 раз. Да. Дверь родительской комнаты была отворена. В пятне света выступает театр теней. Черный силуэт исполняли танец ненависти. Мамины кисти выизметались к потолку, куда она шипела на отца, а он нависел, скрестил руки на широкой груди. О, блин. Мы все в опасности. И все из-за тебя. Так. И не ври, ты видел его в поселке. Ага. Он вычислил, где мы живем. Это был не он. Я читала в газетах, на что способны твои дружки. Я пробежал к спальне. Родители снова ссорили, выясняли отношения, высыпали взаимными обвинениями. Карина! Горит. Пусть они прекратят. Прекратят? А что это? Оля стояла в коридоре, прижала ладошки к ушам. Она
она отогнала видение, в котором сестру поглощал лезвие мясорубки. Опухшая от слез личичко заставило меня охладить. Так, боже мой. Так. 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 Так, да, это прочитал. И почти вытолкнул из мысли кровавый образ Кати. Что случилось? Они разведутся. Кто сказал? Что разведутся? Я обнял сестру и прижал к себе. Язык отказывается повиноваться, искать утешение. Я твой! Это ты, сука! Крики будто изучали сразу отовсюду, справа налево, вниз, вверх, были по макушке. Трудом тебя сдам на опыте! Ругань падала нам на голову, и мы прикрыли их руками, спасать от бомбежки беженцы. Я хочу уйти. В свою комнату? Нет. Дальше. Дальше. Отведи меня в Небыляндию. Небеляндию? Я осторожно отнял ее руки и ушел и повел мимо вырывающую ярость из спальни родителей. Из-за тебя! Ради кого? Только себя. В эти минуты я в эти минуты я презирал их сильнее, чем они презирали друг друга. В комнате я заперся на шпингалет и прислушался к дверям, колени подгибался. Тебя не было так долго. Почему тебя? Да, блин. Я пытался помочь одной девочке. Угу. Ты помог ей? Что-то стукало в карниз. Оля вздохнула и бросила взгляд в окно. Бам! Снежок по второй щелкнул в раму. Ты ждешь кого-то? Я не ответил. Оступил запястье, она вклинилась напуганную. Прошлый по комнате морщалась от каждого родительского вскрика, билась посуда, папа с мамой переместились на кухню. Открыть? Открыть. Отвернул штору и рыком распахнул окно. Совушка, медвежутка, волчонок и, конечно, пленительная Алиса. Блин, не успел, почитать. Ну-ка тут. Где тут? Совушка, медвежутка, волчонок и, конечно,
пленительная Алиса. Все были в сборе и махали нам внизу. А Оля ойкуна завидовал девочку-птицу. Все. Я же говорила! Угу. Да, знаю, я тебе всегда верил. Кто они? Помимо страха в голосе зазвучал любопытство. Чтобы в такую погоду дома сидеть, надо быть очень скучными детьми. Ага. Уху-ху. Давайте только не вообще игры играть, а то у меня лапка болит. Лапка болит. Вот чуть-чуть, и потом отдохнем. Друзья! Играть, танцевать. При виде Алисы все забилось не, а внутри голос буквально кричал: наконец-то оно здесь. Она здесь, блин. Они знают, как попасть в Неверляндию? Я прикидывал, глядя на зверят. Может быть, пойдем и узнаем. Ну, сейчас. Фигурки лесных друзей обещали избавление от горя, гнева и ужасов ночи. Чего на тебя? Передели, отсюда у тебя говно! Я проследил, чтобы Оля закуталась потеплее. Мама лаяла на отца, отрисовывала как дикое животное из передачи Николая Дроздова. Какого? Дроздовов? Как кто это такой? Николай Дроздов. Советско-российский ученый-зоолог, путешественник, популяризатор науки и ведущий телепередачи в мире животных. Обладатель заразительным оптимистом зом и трогательным отношением ко всем животным. Ладно. Мы мимо гремящими кухни выскользнули под снегопадом. Ко мне же подбежала Алиса, обняла меня, утникнувши холодным носом в шею. Как же долго! Пока мы вас домоседов ждали, то чуть не состарились. Одна прижала еще сильнее. Оказывается, ждать так Утомительно. Фу, дайте хоть минуточку в себя прийти. Однажды я тоже долго собиралась, а когда закончила, то и вовсе забыла куда. Ага. Оля смотрела на сову с подозрением. Ну, она хикнула, когда вдруг перекувыркнулась через себя, лихо встала на снег, даже не пошатнувшись. Остальные звери, как по команде, перестали дурачиться и тоже завороженно посмотрели на Олю. Это же та девочка, что не хотела С нами дружить. Меня зовут Оля. Раньше я просто тебя боялась. Тебя испугала наша совушка? Может быть, у нее совофобия? Лечится. Главное, чтобы ребенок не боялся веселиться. Да. Иначе с нами можно умереть.
Я поразился, поняв, чтобы губы мои складывались в улыбку. И это после всего, что я видел в гараже. Встретиться Алиса, я будто переходил через реку шурчащую, которая глушила все дурные мысли. Какие вас... Девочка-лисичка разжала свои объятия и присела рядом с Олей. Какая чевашка. Антоша, почему ты прятал от нас это милое создание раньше? Я покосился на дом. Опасался, что родители могли заметить нас, как всегда испортить все веселье. И сказал, обнял сестру. Давайте отойдем подальше. Запросто. Так, простите, что это шумит. Ну, так, надо было. Как найти в нашем лесу Деда Мороза? Глаза сестренки округлились. Нужно идти по сладкой тропинке. Алиса наклонилась и вынула из снега конфету. Оля всплеснула ладоньками. Посмотрела на меня и вопросительно кивнул. Я кивнул, Сестра захрумтела конфетой. Что? В лесу завелся Дед Мороз? Почему? Ты мне не рассказывала? Я рассказывала. Сегодня днем. Но ведь днем я сплю. Ага. Вот я и рассказывала, пока ты спала. Ой, хвостик, Алиса кинулась прочь, вынув рыжим хвостом точно флагом. Факелом, Ошибся, факелом.
Оля инстинктивно двинулась за ней, засмеялась, внув из сугроба вторую конфету. Вы такие бодрые, на вас аж смотреть противно. Че? Смотреть противно? А ты давай не зевай. Лучше беги с нами к Деду Морозу, пока все подарки не разобрали. Скажешь, что? Тоже. Скорее уж мне на голову свалится 3 кило конфет, чем я поверю в байку лисицы. Ой. Когда сладости стали падать на макушку медведя, сам не удержался от смеха, так забавно он ойкал, втяг шею. Блин. Угощение переливалось на снегу, медведь чихнул, достал из уха Мишки на север. Я бы вздремнул часок, а уж потом пересчитал все эти шоколадки. У меня такое подозрение, что тут не больше килограмма. Со стороны леса доносится крик Алисы. Не в этой жизни! Давайте скорее! Дед Мороз уже заждался нас во дворце! Я пожал плечами и побежал, потому что от бега злые тиски страха ослабевали. Что-то круглое пролетело возле моего виска. Я решил, это снежок, но это Оля воскликнула. Зефир? Не подбирай, он испачкался. Да. Ты что, веришь в микробов? А ты нет? Раньше верила. Стройные сосны великаны встречали нас широком своих лап. Всех снова валились снизу вверх, бескрайнее черное небо. Сугробы пахли хами, точнее расплавленными серебром. Как? Ладно. Нас родители пугали лесом, снегом и собой. Ну а мы с собой играли в снежной чаще под луной. Я старался не упускать из виду Олю, но это было довольно сложно. Сестра то кидала за кусты, подбирала все новые конфеты, то смеялась, выпрыгивала на тропинку. Совушка пронеслась над нами, села на ветку и заукала, мотая головой. Волчонок выскопал морду в снег, вытянул горсть жвачек и проглотил, не снимая обертки. У тебя будет несварение. Волчонок испугался и выплюнул жвачный ком. Враки, злые собаки. Нет никаких несварений. Вся эта чушь случается только со взрослыми. Алиса встала как вкопанная и важно отодвинула порог переплетенных веток, так что в театре открывать занавес. За преградой была поляна, а на ней
серебристый дворец из золота. Это Все взаправду? Щипнуть тебя. ущипнуть. Не надо ее щипать. Мы смотрели на сверкающее чудо, башенки и стены были выложены из снежного и ледяного мрамора. Где-то ласково зазвенел колокольчик и отчетливо пахло шоколадом и жеваным и жжёным сахаром. Милости прошу к Нашему шалашу. Дважды приглашать не пришлось. Мы вошли в замок, вертясь и жмурились от слепящих искр. Дом? Нет. Дед Мороз сидел на сверкающем троне. Пущенные и помпоны покачивалась на раздвинутой шапке, белоснежная борода скрывала спокойную улыбку. Он был таким, как его себя воображал давным-давно, когда еще верил в маминых сказок, высоким, сильным в костюмах, излучающим одновременно мороз и тепло. И голос его густой и глубокий окутал меня, словно дым праздничного костра. Антон и Ольга. Ох, и намучились же вы, ребятки, пока сюда добирались. Что ты, дедушка? Мы быстро дошли. Сестра говорила, что с хозяином замки не иначе, чем с другим взрослым звонком. Звонко, беззаботно, словно он был нам ровесник, ее ровесник. Знаю. Все знаю. Мне мои друзья докладывают. Ай. Кто был покладистым весь год, того подарок утром ждет. Ай. А кто ленился и грустил, пускай он дедушку простит. Лентяем и грустяем конфет не запасаем. Ого, такие слова, блин. А я не ленилась. И о том знаю. Он обвел нас пристальным взором. Маска Деда Мороза скрывала настоящее лицо. Все это время я молчал и смотрел, мой взгляд будто примерз к старику. Я мог принять живущую в лесах детей, фантастические прыжки до луны, но Дед Мороз в ледяном замке ошарашил настолько, что я лишился дара речи. Есть у меня для вас кое-что особенное. В его огромной руке появился мешок, в нос ударил запах какао, халвы, мандаринов. Спасибо, но мы уже ели конфеты. Дед Мороз поглядел на меня и внимательно. Разве то конфеты были? Так, одно название. Угу. Вот у меня конфеты волшебные, прямиком из Небыляндии привезенные. Ха-ха-ха. Из Небыляндии? Да-да, Небыляндия.
Сразу бы вам их дал. Заслужили. Жить. Но есть правила. Правда. Ха-ха-ха-ха. Надобно вам 3 дедушкины загадки отгадать. Попробуйте. Я не успел разлепить пересохшие губы. Тогда слушайте Слушайте первую. первую. В нем живут машины и хранятся Шины. Это я знаю, конечно. Гараж может. Посмотрел по сторонам на детей в масках. Они замерли в углах, но их тени плясалось в тенях. Что-то тихо гудело, и подумал, рубя, это ворчит их желудки. верно. Теперь вторая загадка. Подключайся, Антон. Весь день ходит, как тень, посудой гремит, на всех шипит. Шипит? Это не знаю. Вопросительно вскрикнул бровь. Мама? Мама? Оля потянула руку. Можно я? Это кошка. Кошка. Верно. Ху-ху-ху. Осталась последняя загадка, и подарки ваши. Ваши. Только вот незадача, ребятушки. Какая? Запамятовал я, о чем же была эта Заходку. А может, наши друзья зверята нам Подскажут. Ряженые дети хохотом и топотом окружили нас со всех сторон, чтобы через мгновение кружаться и бешено хороводе, смутно напоминающий пляску моего окна в ту злополучную ночь. Мешок? Дед Мороз засмеялся довольным. Убедили старика. Чайте. Получайте. И он высыпал из баргового мешка гору угощений, каких я не видел даже в рекламе. Так, что тут такое? Milky Way, Сникерс и все. Тут конфеты какие-то, мандарины, конфетки. Еще жвачки самых разных форм и расцветок, вкусно пахнущие с торчащими вкладышами. Твикс. Киндер сюрприз. Банан. Леденцы размером с кулак, мандарины размером с Олину голову. А еще Сникерс, Марсы, Баунти и Киндер Сюрприз, который мы так давно не пробовали. Ой, спасибо. Еще Твикс. Я вытянул я вытер рукавом вступающие в слезы радости, когда мой внутренний голос убедил меня отбросить все сомнения. И именно этого я хотел для себя и сестры. Настоящая Небеляндия без
унижений и запретов. Наконец-то мы будем счастливыми. Дед Мороз расправил, покидая трон, воздел руки над угощением. Ой. Звери по бокам тоже подняли лапы. Из глаз блестели ярче драгоценные камней. Пасть волка были мокрой и слюни. Во весь мир. Звери, толкаясь и рыча, бросили поедать конфеты в одну за другую. Рты у них были вымазаны чем-то темным. Сестра схватила первую попавшую конфету и содрала фантик. При виде этого я почувствовал, что внутри меня будто качнулся маятник. Ты шо? Нет, ты шо? Я отказывался. Я внурил из груди сладости на пользу самую аппетитную конфету. Надкусил молочный, шоколадая во рту. С выбором вас Поздравляем в этот час. Я желание исполняю. Сохраняю для вас. Антон, смотри! Угу, смотрю. Личко сестры было перемазано шоколадом, и я уже собирался сделать замечание. Но слово застряли в горле. Ой, ёлка. Гигантская ель устремила к звездам и истекла где-то в космосе. Ее вечная круглила луна. Огромные шары сияли на ветвях. Гирлянды переливали всему цветами радуги. Крыша сияла, и над нами раскинулись миллиарды созвездий. Музыка, смех, аромат хвои и сладостей. А радости плясами медвежутка, волчонок и совушка. И снежки падали задом наперед. Засмеялся, потрогал пышную позоручную мишуру. По-настоящему. Это она? Угу, она. А вы тут не про Небыландию случайно говорите? Это и есть Небыландия? Алиса манерно поклонилась. Шары переливались, мерцали, и моя душа мерцала им в унисон. Становилась зимним волшебным лесом, мягкой ласковой хвоей во всем созвездием сразу. Добро пожаловать Домой. Вот где всегда был мой дом. Снег искрился и спил. Да. Оля кружилась в танце, схватила по конфете в каждую руку. Волчонок жонглировал киндер-сюрпризами. Видел? О, Дэнди.
Приставки, Тетрис, куклы и трансформеры лежали под елью, словно на грузовиками возле сюда. Наше. Я помню, что я тоже танцую, и ответили на не прерывая движение. Многовато для нас одних. Я бы поделился с кем-нибудь. А ты? Если с кем-то хорош, Угу. Какие-то дети стояли у кромки опушки, зачарованно глазея на праздник. Прыгнул через всю поляну и пляну приземлился возле них. Хотел с нами. Спрашивайте. Дети взялись за руки, и я повел цепочку подарку. Не было ничего лучше, чем вести кого-то по тропинке к мечте. Праздник наступил по-настоящему. Каждый праздник как красивый, в каком красивом яблоке было чертовоточинка, его скоротечность. Но здесь была величественной, если праздник не кончался. ты счастлив тоже? Я счастлив. Небо взрывался грандиозные фейерверки, озаряя танцующих. Глаза увлажнялись, напружились мышцы. Я прокинул голову к луне и закричал от переполнения мне эмоций. Ты счастлив, зайчик? Зайчик, блин, уже. Я прыгнул до звезд и кувыркнулся. Мой крик слышал вся Небеляндия. Счастлив. О, тяжко подумать, черного неба не будет. О, проснулся с улыбкой впервые за долгие дни, проведенные в новом доме. В этот раз счастье не опускало и наслаждался им всем телом, сладостью потянулся. За окном радовался яркому январскому солнцу, весело пели красногрудки, кравцы, снегиры. Блин. Их черканье дарило мне надежду, что однажды лысый лес за окном вновь обратится в райскую кущу на радость родителям сестренки. Детский топот ног, собачий лай, наполняющий коридор. Дверь мою спальню широко распахнула, отдав меня теплым ветерком, ароматом свежайшим кофе. На пороге стояла светящая от счастья Оля, на ее руках непрерывно орала вялым хвостом умилительного жуйка. Тоша, гляди! Папа разрешил ей остаться! На глазах сестры вступила слезы радости. У меня теперь есть собака! Да.
От стол потрясающих новостей даже подскочил с кровати. Да ведь это же Жулька. Сам ты жулька. Ее зовут принцесса. Жуйка, это не принцесса, блин. Да, ваше высочество? Собака одобрительно текнула. Тук-тук. Можно к вам? Ага. К моей полной неожиданности улыбающий папа приступил к порогу и, что более удивительно, в обнимку с мамой. Как тебе пополнение? Мне эта дуреха под колеса бросилась. Еле вырулил. Машину поцарапал. Думал, голыми руками удавлю. А заглянул ей в глаза. Они такие, как бы сказать... Умный. Во! А сама дрожит вся. Ну, говорю, ладно, доедешь со мной до дома и сиденье не обгадишь, тогда оставайся. Принцессы не гадят. Друзья засмеялись точно как раньше, когда любая незначительная мелочь могла рассмешить в два счета. Чего Блин. замолчал? Давай, продолжай. Мама хитро посмотрела на папу, тот покраснел, ответил взгляд, словно дети ей-богу. А еще из хороших новостей. Ваш папа получил повышение. Грешно, конечно, радоваться, ведь старший бухгалтер пропал все-таки. Но, как говорится, нет худа без добра. Это значит, тебя чаще не будет дома? Это значит двойную надбавку плюс премии. Правильно, Карина. Угу. Так что готовьтесь. На следующей неделе нас всех ждет семейное путешествие. Куда? От этих слов мое сердце забилось сильнее. Куда? Оля даже вступила в дроняшку из крепких объятий. Неужели в Макдональдс? Нет. Скажешь тоже, Оль. Бери выше. Мы давно уже планировали эту поездку, да все не получалось. Вы уж простите нас, ребятки. Мгм. Мама кулачком смахнула слезу. Да ладно тебе, Карин. Все в прошлом. Так. В общем, собирайте чемоданы, летим в Диснейленд! От радости мы с сестрой запрыгали до потолка. К нам присоединились раззадоренная громкими речами собачонка. Диснейленд! Диснейленд! Наш восторженный визг целиком заполнил дом, пронес по чердаку в водосточной трубе, облетел двор и скрывался с сверкающим белизной лесу. Вместе с ними ушло и страшное слово, как на букву «Р». Я поклялся, что всегда запомню тот день, когда с родителями наконец-то спали маски.
пренебрежно о том ними оказались лица людей, которых мы всегда знали и любили. Лилия Павловна все еще не вернулась в школу из-за пропажи Кати, поэтому сегодня выспался, шел и засветил только к третьему уроку. Продолжение тропинка вела к чернущим доминкам на фоне белоснежной равнины, где из дымохода уже валили слезливый дым, пахнущий березами и сосновыми полянами. Крепкий ночной мороз окончательно спал, задремав под солнечными лучами и белых шапах. Крыш заиграли ледяными искры. Я становился уверен, что сегодня никто не в силах испортить мое настроение. Не грусти, не жалости к себе из-за Полины, которая наверняка уже вовсю делится с Ромкой грандиозными планами покорения Вены. Все катнуло небытие. Откуда причастность замвычала корова? Я выспал и секунду и двинулся дальше, хрустя снежной перильной под подошвами. Высоко головой плыли косматые облака, в чьих очередных угадывалось, мылись в сердце силуэты зверят. Внезапно мне в голову приземлилась пушной смешок, девичий смехом, напоминающий звон. Колокольчик на весняном ветру коснулся моих ушей. Обернулся Анжина увидеть ее, мою дорогую проводницу в сказочный мир грез, горячую, любимую, обожаемую Алису. Ну, вместо девочки-лисицы на протоптанной дорожке позади стояла Полина, неизменными скрипачными футляром в руке. Опять Петров ворон считаешь? Она заразительно смеялась и, побеждав, вдруг бросила меня в шею. Я опешил, утонул в сладком аромате ее духов. Она смущенно улыбнулась. Я увидел блеск в ее васильковых глазах, Дедушка мой, Он что? он снова может ходить, представляешь? Представляю. В это даже сельский врач не верил, а он будто назло ему встал и пошел. О, это самый счастливый день в моей жизни, Антон! Это хорошо. Она закрылась лицом в мою грудь, вцепила в руки мне шею, словно бы я был для нее больше, чем просто друг. Внезапно начал озираться. Полина, нас могут увидеть. Из-за Пятифанова беспокоишься? Брось ты это дело, его и след простыл. Недоверчиво отодвинул Полину, попытался понять, разумеется, это или правда. Ну ты чего, не веришь, что ли? К нам вчера буквально ночью старший лейтенант Тихонов приезжал. Так и так, Бяша потерялся, а вместе с ним и дружок его Ромка.
Мимо напрямиком и в зимний лес прокатился лыжники. Полина склонула ко мне, поделила шепотком, не вступая с Сепортименов из виду. Как я поняла, во всех этих исчезновениях Тихонов подозревает Пятифанова. Нет! Да ладно. Да ладно. Я сама в шоке. По слухам, у Ромки того. Совсем шарики за ролики заехали. Да я, в принципе, и не удивлена. Что ты имеешь в виду? А ты не знал? Он из проблемной семьи. Даже думать не хочу, что творилось у него. Ромка всегда оказался мне чрезмерно жестоким, без повода озлобленным на всех подряд. Теперь чернота, что было у него внутри, выплеснулась через край, загубив множество ненавистных чистых душ, даже его собственную. В это было сложно поверить, но, глядя на Ромку, я чувствовал, что приблизительно так, что все кончилось. Вот, а ты еще мне его сватал. Сатан. Как вспомню. Бра. Прости, пожалуйста. Она махнула рукой и улыбнулась. Кто старое помянет? Ты дальше не знаю? Вот бы еще и бездомные дворняги тоже исчезли. Не жизнь была бы, а песня. Я с поздравлением взглянул на Полину. Да, шучу. Пойдем скорее, а то опоздаем. Пойдем скорее. Я зачем читаю? Полина схватила мою ладонь и весело смеялась. Побежала по проселочной дороге, С каждым шагом с смешком и шуткой забытое тепло обволакивало мое сердце. Веселяющая любопытность вернулась ко мне и казалось, что уже никогда мне не покинет. Перед входом в класс я попытался вступить в руку Полины, стесняясь, что одноклассники будут дразнить на женой и невестой. Но Полина была словно все равно, но только сильнее зажала мою ладонь твоя дверь. Действительно избавился от коварной Катьки, бессердечно Ромки, сихитно убявший наш класс, словно бы исчез от паразита, стал дружелюбным и отзывчивее. Никто больше не смотрел на меня залитыми злобой глазами, никому было харкнуть мне кусочком живой бумажкой через полый корпус шариковой ручки. Я сел за свою одинокую парту, когда рядом уселась Полина, меня нисколько не удивило. Она была такой очаровательной, что я мог бы назвать ее своей музой. Так, подхваченный волной вдохновения, я тащил из рюкзака альбом для рисования.
Облизнул грифель карандаша, не пуская из поля зрения свою модель. Она вновь улыбнулась мне. Что ты задумал? Да, блин. Спокойствие. Работает профессионал. Угу. Я наметил будущие контуры обвороченного силуэта. Знаешь, я часто наблюдал за тобой отсюда. Она бросила взгляд на свою бывшую парту, смущенно убрала за ушко колонн. Правда? Несколько широкими линиями обозначил мелкие скулы. Мне никогда еще не удавалось с такой точностью взять пропорции чего-либо лица. Полина. Полина? Что, Антон? Она замерла, боясь, наверное, неверным движением помешать мне реветь волшебству. Блин. Наклонись, пожалуйста, сюда. Вот так, да, хорошо. Отдыхать от волнения, Полина ослабила узелком ширингу платка. Я всегда хотел тебя Нарисовать. нарисовать. Наши глаза встретились. Антон. Карандаш носился над бумагой, яростную штриху тени на ее груди. Скажи, ты согласна стать героиней моего комикса? Сладкая дрожь перебежала по ее телу, она томно закатила глаза и удовлетворенно. Как долго я ждала этих слов! Напряжный грифель карандаша не выдержал, отщелкнув разделено на мелких осколки. Я не мог поверить, глядя на рисунок. Красная масня смотрела на меня, там для секунду было лицо Полины, сейчас накрасивалось бесформенное месиво. Месиво, блин. О, блин, сейчас. Не сразу, что за парту пустой класти. Пылкими летали в лунном свете. За окном была ночь, куда поделать отглазник Полина, осушенный эфиром. Блин. Насколько доски написали мелом щитом. Ладно, блин. Могу на этом остановиться. Если в этом видео вам понравилось, пишите комментарии, ставьте лайки, не забывайте ставить колокольчик. Лайки, подписывайтесь, смотрите видео до конца, лайки ставьте. Смотрите, с подпиской, а не без. Я знаю, что я сделаю. Пожалуйста. Для вас стараюсь. И всем пока.